Диана Анкудинова. Реакция. Was ich dir sagen will. Всем привет! С вами преподаватель вокала Орлеана. Давно что-то я не записывала реакции, к сожалению, немножко выпало. Но мы с вами все равно периодически будем смотреть реакции, да. Сейчас я на канале буду выпускать и уроки, и какие-то видео со своих выступлений, и, конечно же, реакции. Мне даже самой интересно иногда посмотреть свои старые реакции, которые я записала там год назад. Думаю, господи, какой кошмар. Короче говоря, ребят, сегодня думала, чего мне такое интересное записать. Зашла на канал Дианы, решила, посмотреть, что она записала вообще за это время, пока я, так скажем, не наблюдала за ее творчеством. Вот. И стало мне очень любопытно песня на немецком языке. Вот давайте мы сейчас с вами понаблюдаем, что это за подарок от Дианы. Дорогой друг, если ты еще не подписан на мой канал, то обязательно подписывайся. Да? Подписывайся. Подписался? Все? Хватит болтать, погнали. Проскользнула такая мысль, что жалко, что она именно сейчас проскользнула, потому что если бы это было вчера вечером, я бы закачала минусовку, было бы вообще классно. Но я могу вам сейчас спеть акапелла песню, которую я исполняла позавчера на вокале, немецкую. Мне нравится манера общения Дианы, как будто сидишь на кухоньке с подружкой и общаешься. Вот у нее немножко есть такая вот манера, и это прекрасно, видите, как людям нравится, да, как это сближает с артистом, с своими друзьями, как будто зрители — это действительно самые родные люди для Дианы. И, между прочим, в этом, ребята, есть, я считаю, что так оно и должно быть, потому что все-таки артист, он работает в первую очередь для публики, для зрителя, и не любить своего зрителя, это, согласитесь, странно, да? Вот, сейчас Диана нам хочет исполнить песню на немецком. Давайте посмотрим дальше. Я не собиралась ее петь. Честно говоря, ребята, звук такой немного расплывчатый. Я не все слова слышу, что Диана говорит. Вот, это специфика просто записи, мне, некоторые слова теряются. В общем-то, я поняла, что будет на песне без минусовки акапелла. Без минуса. Без минуса акапелла. За любой бегаешь. Все. Дианка такая смешная. Ой, да. Прикольная артистка. Видите, как людям нравится именно вот это вот ее. Действительно, ощущение, как будто даже вот совсем нет какой-то, вот знаете, как сцена, да, вот зритель, вот сцена, вот есть только вообще стирается какая-либо дистанция, да, между зрителем и артистом. Не знаю, хорошо это или плохо, но вот у Дианы это прекрасно получается, да. И это людям очень нравится. Хорошо. Значит, песня называется «Was ich dir sagen will». В переводе «То, что я хочу вам сказать». Песня о любви. Акапелла. Вот сейчас послушаем, как Диана поет акапелла, как она держит тональность. Круто. Не знаю, эта песня будет считаться на бис или просто? Просто, да, конечно. Мы же хотим еще напрямую, да? Хорошо. Сейчас бы еще тональность вспомнить. Господи, как это вообще? Тональность вспомнить. Кстати, да, тональность, когда обычно акапелла поют, то на фортепиано все равно настраиваются в какую-то тональность удобную, которая привычна для голоса, да. А Диана, получается, в голове, по ощущениям, держит какой-то, наверное, удобный для себя тон. Вот она сейчас пытается его вспомнить. Давайте послушаем.
Das Blatt Papier von mir bleibt weiß und leer. Кстати, она немного поет на манер французского, даже не сразу понимаешь, что это немецкий язык. Потому что там, да, там некоторые звуки похожи немецкого и французского, но вот манера прям французская. Ich finde die Worte nicht, doch glaube mir, was ich dir sagen will, sagt mein Klavier. Ну, как-то вот сейчас просто, ребята, по произношению, да, на немецком, мягковато. Немецкий язык, он прям такой жесткий, чеканный. И все слова, которые вот во французском даже, они более мягко произносятся, то здесь они «was ich dir sagen will», «was ich dir sagen will». В немецком языке обычно песни вот так и поются, что они, как, знаете, как будто вообще такой-то разговор, больше разговор, чем пение. Потому что петь вообще на немецком это особая школа, а там гласные совсем не такие, как привычны нам на русском или там на итальянском или даже на английском. На немецком петь очень сложно. Was ich dir sagen will, wenn wir uns sehen, ich kann nur stumm an dir vorübergehen. Ich dreh mich nach dir und denke mir. Но низа и вот эта глубина и объем, конечно, у Дианы сохраняется, да. Видите, какой он... Ну, вот тут прям самый настоящий, естественный ее звук, без каких-либо, даже вот если мы могли бы там что-то сказать, что вот там есть какая-то обработка, не обработка, да, то вот здесь вот прямо слышно, что совсем не за что спрятаться, да. Ну, нет, в ревер, конечно, чуть-чуть есть, тут как ни крути, все равно со сцены, да, не могут совсем без обработки звук пустить, но то, что за музыкой не спрятаться, это факт. Was ich dir sagen will, sagt mein Klavier. Was man nicht sagen kann, von meiner Erinnerung. Как интересно у нее вверх звучит. Да. Это реально необычно. Как она его еще легко поет, потому что звук-то такой тяжеленький, да. Ну, это действительно такая анатомия. Уж мы сколько раз про это говорили, ребята, да, в своих реакциях. Я неустанно это повторяю уже, наверное, как попугай немного звучит. Почему я, наверное, перестала записывать реакции на Диану? Потому что хоть мне и нравится, но мне кажется, что я все время, когда смотрю, почему-то цепляюсь за одно и то же. Может быть, стоит на какие-то другие вещи обратить внимание, но не знаю. Я обращаю внимание на самые какие-то знаковые, мне кажется, для себя вещи. Ну, природа, конечно, потрясающая. Очень необычная. Ну, вот, как обычно я говорю, ребята, все то же самое, да, что... И ощущение, что Диане вообще учиться не надо. И она как будто и не училась, хотя она на самом деле много училась, да, но оно как-то вот звучит у нее не вышкалено. У нее вот эта вот манера, она вот в ее именно исполнении звучит очень натурально. Да, то есть как будто бы вот, ну, человек вот родился с таким голосом и пел всегда так, и ничему не учился. Ну, это, ну, либо если научился, да, то это, ну, это прям вообще круто, чтобы научиться такому необычному звуку, и чтобы это так естественно выглядело. Кстати, интересно, вот как хорошо сейчас Диана работает с фразировкой. Она, ну вот я как сказала, в немецких песнях, да, такое часто, что нам нужно как бы научиться разговаривать на нотах, то есть такая мелодикламация получается. Вот то, с чем я часто работаю со своими учениками, да, которые любят там потянуть, растянуть фразу, там по слогам спеть, да, идеально, чтобы она в нотки попасть, там такое вот было все растянуто, то Диана здесь прям показывает пример, когда не надо ничего тянуть, нужно на интонации научиться разговаривать. То есть интонация, она сохраняется, а ощущение, как будто человек говорит на этой интонации. Классно.
и, естественно, натурально. Вокализм. Перед тем, как спеть вокалист, Диана всем сказала: вокалист. Внимание, вокалист сейчас будет. Какой красивый вокалист. И как красиво Диана исполняет вокалист. Обратите внимание, что А гласная такая не классическая А, да, привычная вот именно в правильном, наверное, скорее вот как бы академическом, да, оперном таком понимании. Она речевая, естественная. А какая она у нее красивая. Да, естественная, речевая. И вот видите, какие, да, у Дианы мелизмы здесь сложные. Восточную музыку напоминают. То есть для немецкой музыки, кстати, не особо характерно вокалист, в принципе, да. Немецкий язык, он вообще в принципе не подразумевает вокалист. Даже есть немецкие школы, которые уже давно, естественно, не существуют, да, еще там какой-то век, 18-й, 19 век, вот развитие немецкой школы. И это особая школа, это особое умение петь на немецком языке. И про вокализы там вообще говорится о том, что они вредят голосу, не надо на немецком языке исполнять вокализы, да? Диана здесь все микстует, то есть немецкий язык у нее такой достаточно мягковатый, если бы она его произносила прям пожестче, то переход вот с этого жесткого такого звучания на немецком языке на вокализ был бы очень такой контрастный. А учитывая, что у нее так сглаженно немецкий язык звучит, то и вокализ здесь совершенно не выделяется, ну, имеется в виду, не выделяется по, ну, как будто бы раз и вообще другая песня пошла, или другой человек поет, да? То есть у нее так все в одном произведении, грамотно замикстовано и звучит очень цельно. Ну, вообще соловей. Да? Вау, вообще класс. Такой микс. Ой, вообще нереальный просто микс. И мощный такой. И ну, огонь. Огонь. Не зря у Дианы у ног тут столько цветов лежит, да? Все это заслужено, все это как-то оправдано. Да. Такой голосяра. Вау, 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 вау. В конце прозвучала фраза в головном голосе, в head voice, так называемом. И как она здорово до конца держала вот эту длинную последнюю ноту, увела ее на вибрато, убрала микрофон, и было ощущение, что эта нота еще длится там долго-долго, да? Какая классная вообще, супер-супер-супер, умничка. Я так предполагаю, что это все-таки песня в конце концерта, да, то есть уже Диана закончила свой концерт и решила что-то спеть на бис. Она уже спрашивала, это ведь на бис будет песня, да? Больше вы меня не попросите спеть. И Света, режиссер, решил подыграть. Молодец, да? Чётенько, да. Люди ликуют, благодарят, и, ну, видно, что это очень искренний свет со сцены, да, вот Диана, конечно, отличается, очень сильно выделяется на фоне всего, что происходит у нас на эстраде, тем, что она невероятно открыта, она невероятно близка своим зрителям, отдает себя настоящую, да, не какую-то маску или какую-то там роль играет, она просто, вот видно, что она такая и есть. И как долго зрители аплодировали, да. Это все подтверждает, что Диана действительно настоящий артист, востребованный. Очень здорово, что у Дианы такая мощная поддержка в виде подписчиков, зрителей, постоянных фанатов. Ребята, ну что, посмотрели мы с вами наконец-то реакцию долгожданную. Спасибо вам огромное за просмотр. Обязательно поставьте лайки, подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Здесь, как вы видите, у меня много разных форматов видео.
И я думаю, что в дальнейшем я буду также продолжать делать разное, потому что я поняла, что замыкаться на чем-то одном мне, наверное, скучновато, может быть, как-то не хватает творческого разнообразия. Поэтому я буду записывать как и реакции, так и выкладывать свои видео с выступлений. И, конечно же, я уже, ребята, вам пообещала, что скоро я начну выкладывать уроки по вокалу, которые вы сможете использовать в своих самостоятельных домашних занятиях. Я там буду подробно рассказывать какую-то тему и давать на эту тему распевку или упражнения, да, будут какие-то базовые распевки. Собственно, сам курс, он рассчитан именно на начинающих вокалистов, либо тех, кто пробовал, но не зашло, там, с преподавателем как-то не получилось, и в итоге разочаровались и бросили. Вот я вам записала курс, который постаралась максимально прямо по косточкам, по полочкам все разложить. И если вы будете заниматься, прислушиваться к комментариям, то обязательно у вас будет хороший результат. Я вам этого желаю. Ну что ж, ребята, Диане удачи, успехов. Мы будем дальше наблюдать, смотреть, радоваться. Конечно же, в конце же надо спеть. А с вами преподаватель вокала Орлеана. И не прощаюсь с вами. Приходите. До скорых встреч!